Здравствуй, мой дорогой. И мы снова пришвартовались у Большой Соли и продолжаем играть в Дредж. Подпишись на канал. Книжка прочитана на 57%. Я не понимаю, как это работает. Вроде это сработало, когда я лег поспать. Но это не точно. Энциклопедии. Хорошо. Давайте сразу отплывем. И сразу будем ловить рыбку. Нам нужно много денежек, чтобы откупиться. Великолепно. Сразу трофейный. 27,9. Почти 23 сантиметра. Это рыба немалых размеров. Камбалоциклоп. Выглядит приятно, но не слишком. Из ее единственной глазницы сочится студенистая масса. То, что кажется черным зрачком, на самом деле является центральной частью яйца. Я в рыбном отделе такое брать не стал, но раз уж здесь дают, можно, в принципе, и взять. Главное, что она на меня не нападает. Плывем, плывем. Быстрее плывем. Как можно больше рыбки с тобою соберем. Плывем, 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 плывем. Так, тут у них дискотека какая-то. Сейчас мы эту тусовку. Скат. Куда мы можем это все засунуть? Давайте. Я могу просто положить, а потом переставить. Как будто бы она очень хорошо вот сюда вписалась бы. Прям идеально. Идеально вписалась бы. Там было. Подвинься. Я могу... Давайте... удобно. Хорошо. Хорошо, это удобно. Сюда. Глазочек сюда. А остальное можно забить какой-нибудь 3 угловатыми рыбками, например. А я могу еще ловить что-то? Не-не-не-не-не-не-не. Он у меня не поместится больше. Тут еще камбалы. Сложный выбор. Ловля. Вот. Отлично подходящее. Сколько их поместится? Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, 3 так 3. Бам. Еще одну сюда. И сюда. И можно плыть, продавать и торговать. Интересно, что тут так... Над вами возвышается маяк, и волны одна за другой бьются, коварные скалы под ними. Попади туда кто-то, живой человек ли, зверь ли, и волны выкинули бы их хрупкие, изломанные тела к ногам этой огромной башни. Какая в ней все-таки таится сила в этой массивной каменной колонне, на плечах которой ответственность за бесчисленные жизни. Сколько еще она простоит? Скоро ли время и ветер превратят ее в руины и лишат предназначения? Над вами возвышается маяк. Это вот такая подводка была к тому, что я вижу. Ай! Камбала! Нет! Где? Как увидеть? Ну хотя бы не циклоп, уже спасибо. Так, это значит, что мы сейчас воспользуемся ремонтом. Причаливаем.
торговец. С чем сегодня пожаловал? Вы отдаете торговцу рыбой гротескную рыбу. Он подносит ее к лицу, расплываясь в широкой улыбке, а затем делает глубокий, прерывистый вдох. О, вот такая рыбешка мне всегда поднимает настроение. А интересно. Он проводит пальцами по рыбе, будто пытается что-то нащупать. А когда надавливает, с одной стороны брюха под разбухшей чешуей вырисовывается небольшой бугорок. Он вспарывает брюхо и достает оттуда небольшой кусочек ткани, а затем расправляет его на прилавке. Это оказывается носовым платком с изящной вышивкой. Да, впервые в жизни такое вижу. На, отдаю его тебе. И за рыбу тоже заплачу, разумеется. Это не первая странная рыба, которую я видел в этих краях, так что они тебе попадутся еще не раз. Если поймаешь таких, приноси. Я за них хорошо плачу. Ну, спасибо. Очень выгодное предложение. Данный платочек. Некогда красивый носовой платок, который вынули из желудка гротескной рыбы. Украшен изящной алой вышивкой. Давайте закинем его в трюм. Через окно каюты на тебя смотрит мужчина. Его лицо практически полностью скрыто тенью. Я знаю, что ты принес торговцу рыбой. И скажу без обиняков. Я также знаю, что он извлек из рыбы артефакт. Мне нужно его осмотреть, но не здесь. Загляни ко мне на базальтовый остров. Это после выхода из бухты надо плыть на юг. У меня к тебе есть деловое предложение. Я буду ждать. Хорошо, но я сначала... Кораблик у тебя немного покоцанный, если хочешь, могу починить. Да, я как раз с этой целью, представляешь, прям вот с этой целью шел к тебе отремонтировать. Что хоть времени не занимает. Так. На механическую катушку у нас денег не хватает пока что. Усиленная леска у нас есть. Простой спиннинг. У меня тоже есть, но как будто бы хуже. Как будто это просто удочка. Угу. Давайте продадим ее. И купим. Очень хорошую. Спиннинг. Вот и ночь подошла. Мы как раз переночуем. Переложим эту штучку в груз. Переставим. Я думаю купить фонарик. 750 люминов. Дальность. Давайте куплю один фонарь. Установлю его сюда. Ну, так, чтобы более-менее заряженными были. Хорошо. Корабль подчинили. Фонарик поставили. Остается только лечь поспать. Рыбак, тебе уже попалась девушка-фотограф? Она к нам заходила несколько дней назад, чтобы пополнить запасы. Я ей предложил пофотографировать город, чтобы о нем узнало больше людей, но ей это, кажется, было не слишком интересно. Она упомянула, что собирается плыть на юг. Возможно, ты тоже захочешь с ней познакомиться. Мне как раз на юг. В принципе, по пути. Так, девушка-фотограф. В раю. В раю disappear. Каюта, энциклопедия. Не поймана. Карта. Это юг. Малая соль, большая соль. Здесь вопрос. Это коса. А здесь большой вопрос. Хребет дьявола. Угу. Кто помнит, куда нам надо поплыть? На базальтовом острове.
Знал какую-то, нужно от нее избавиться, отнести ребенка торговца рыбой. Он вспорол, со мной заговорил мужчина. Что соли что-нибудь известно. Есть проблема, я уже забыл, куда он хочет, чтобы я приплыл. Откуда надо выплыть, чтобы потом поплыть на юг? Что у нас карта? Вручение, карта. Малая соль и юг. Ну это несложно. Хорошо. Переночевали и отчаливаем. Наконец-то. Не уменьшает запасы рыбы при ловле удочкой. Рыбеха нам все еще недоступна. Когда поставим катушечку, тогда да. Я бы, наверное, еще понял. Просто плыву туда, куда мне надо плыть. Никаких лишних рыб на борту. Причалить. Разрушенный особняк, трюм и мастерская. Мужчина стоит в дверном проеме и смотрит, как вы подходите. В одной руке он держит старую книгу в алом переплете с серебряными лентами. Ты пришел. Хорошо. Позволь мне представиться. Я коллекционер, меня интересует многое. Картины, артефакты, сокровища, факты и диковинки, о которых едва осмеливаются мечтать. И у тебя есть кое-кто или кое-что. И у тебя есть кое-что, что я ищу. Вы протягиваете носовой платок коллекционеру, он подносит его к мерцающей лампе и внимательно изучает. Эти узоры, их невозможно спутать даже столько лет спустя. Это носовой платок со старого корабля, который я ищу. Он затонул много лет назад. На его борту перевозили предметы необычайной важности. Как ты можешь догадаться, разыскать их теперь совсем непросто. Поэтому я и привлек тебя. Мужчина, вы меня не сильно привлекаете, давайте так. Вот что я предлагаю. Я поставлю на твой корабль оборудование, которое позволит вылавливать драгой что-то стоящее с мест кораблекрушений и из морских глубин. Найди утерянные реликвии, которые я ищу, и награда превзойдет твои самые смелые ожидания. На оснастку твоего корабля у меня уйдет всего несколько часов, а потом ты сможешь по-прежнему заниматься рыбной ловлей. Что скажешь? Я соглашусь, мне надоели эти плавающие деревяшки по воде. Мне интересно, что там? Это правильный выбор. Я сейчас же приготовлю оборудование. Мне нужно найти следующие реликвии: кольцо, ожерелье, часы, шарманку и ключ. Предлагаю поспрашивать жителей окрестных городов о кораблекрушениях и странных происшествиях. Обо всем, что может оказаться полезным. Тут еще и с людьми разговаривать надо будет. Возвращайся, когда найдешь что-нибудь. Ну что ж, нам надо искать что-нибудь, чтобы получить чего-нибудь. Мастерская выглядит так, будто простаивает не первое десятилетие. Давайте зайдем. Вы заходите и на мгновение замираете, чтобы дать глазам привыкнуть к тусклому свету. Среди обломков вы находите непонятные жуткие агрегаты. Ну, на самом деле это выглядит как мотор. Артериальный двигатель. Господи. Я могу забрать себе моторчик, и он будет делать тыр-тырчик. 1 час, скорость 7 километров, состояние рабочее.
Бонус мутации. Я вернусь к этому позже. Отчаливаем. Мужику я сплавал. Ай, ой. У меня теперь есть вот такой вот миленький ковшик, благодаря которому мы сможем достать деревяшечки со дна. Поэтому мы плывем искать деревяшки. Рыба нам все равно не дается в ловлю. Управление я немножечко не понимаю, в какую сторону плыву. Но теперь-то могу. Теперь-то... Как это... А, доски. И все. Ну, это не совсем то, на что я рассчитывал, поэтому давайте попробуем наловить как можно больше рыбки, пока не стемнело в край. У меня нет здесь рыбки. Да у меня везение. Хоть ведрами черпай. Ну тогда получается, у нас был абсолютно продуктивный день. Мы сплавали, поставили себе ковшик, поймали деревяшку. А что еще для жизни надо? Так. Как много людей хочет со мной поговорить. Строитель. Вы приближаетесь к женщине, сидящей на причале и вглядывающейся в море. Она поворачивается к вам. Как там? Я скажу, что спокойно. Уж точно куда лучше, чем в этом паршивом городишке. Наверное, мне просто нужно уехать на какое-то время. Возможно, навсегда. Возвращаться к прошлому — это же ошибка, правда? Двигаться нужно только вперед. Всегда. Я не могу вернуться к прошлому. Она вновь смотрит на море, погрузившись в раздумье. Вот что. Если поможешь и найдешь мне материалы, может, я смогу уехать. Совсем уехать, в смысле. Я слышала о стальном мысе, острове к северу отсюда. Все, что мне нужно, это 2 связки досок и 2 связки металлолома. И тогда я построю там себе дом, буду рада видеть тебя у себя в гостях. Если что-нибудь найдешь, просто оставляй все на стальном мысе, а когда закончишь работу, я тебе заплачу. Речь идет о мокрых бабках. И очень грустной строительнице. Смотрительница маяка. Что такое? Тут в округе не было каких-нибудь кораблекрушений? Она смотрит на вас с подозрением. Позади большой соли есть место, куда течение выносит обломки из моря. Иногда ночью можно увидеть неестественное сияние, которое идет из той части темных вод. Даже представить себе не могу, что там на глубине. Если ты ищешь то, о чем я думаю, лучше сразу забудь. Ну, бабуль, ну вы, конечно, тоже скажете так. Мне как-то надо по сюжету дальше двигаться. С маяка я вижу немало странностей, иногда вообще не понимаю, можно ли верить собственным глазам. Она высоко поднимает фонарь, и он ярко освещает ваше лицо. Ты вот правда стоишь передо мной, или это очередной фокус тумана? О, пойду. А кто на базальтовом острове живет? Знаешь, сверху мне многое видно. Я видела, как вернулся тот злополучный корабль, и предпочла закрыть на это глаза и походу выключить свет маяка. Я видела неестественное свечение из этих окон. Понятия не имею, что ты задумал, но надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Это был не мой корабль. Ладненько. С жителями поговорили. Это хорошо. Мэр, есть что сказать? Чем могу помочь? Диалогом? Хочу спросить о других местах поблизости. Конечно. Интересует что-то конкретное? Матерь Божья. Базальтовый остров.
Мне мало что известно. Формально это место попадает под юрисдикцию Малой Соли. Насколько я понимаю, около 20 лет назад его выкупило некое частное лицо. Это наверняка была непростая сделка, такие продажи случаются редко. Столько бумажной волокиты ты бы себе представить не можешь. Я не встречался с владельцем и подозреваю, что он живет где-то в другом месте. Со стороны остров выглядит совершенно необитаемым. Рассказать тебе о других местах? Штормовые скалы. Но тамошний основной порт называется Ингфелл. Он находится прямо на пути к скалам, его не пропустишь. Это город китобойного промысла. Но в последнее время новостей оттуда приходит мало. Думаю, многие жители из него разъехались кто куда. Рассказать тебе о других местах? Звездная бухта. Весьма популярное место у туристов. На самом атолле есть курорт, построенный на вершине красивейшего кораллового рифа. Там наверняка водится самая разная рыба. Не хочешь испытать свои удочки? Рассказать тебе о других местах? Давай, лохматая коса. Тут особенно рассказывать не о чем. Это просто скопление переплетенных ветвями деревьев. Там часто стоит густой туман даже днем. Если соберешься туда, то без хороших ламп и умения ориентироваться тебе не обойтись. Ну и последнее — хребет дьявола. Да, место прелюбопытнейшее. Действующий вулкан прямо посреди города древних руин. Однако не советую туда плыть. Руины находятся близко к поверхности воды и наверняка пробьют тебе корпус. Не говоря уже о том, что в любой момент может произойти извержение вышеупомянутого вулкана. Здесь иногда можно услышать его рокот. Что ж, мы узнали о всех ближайших местах. Какие-нибудь кораблекрушения, может, были? Кораблекрушений? К сожалению, за последние несколько лет их случилось немало. Маяк помогает, но порой его свет не пробиться через ночной туман. Мы прикладываем все усилия, чтобы убирать останки кораблекрушений по эту сторону острова. Это должно немного облегчить тебе ловлю рыбы. А вот в задней части туда добраться сложнее. В более глубоких участках все еще остались потонувшие суда. Советую избегать этих мест. Хорошо. Это, наверное, не сильно важно. Что-нибудь странное было? Ну, моего коллегу из Малой Соли, например, постигла весьма печальная участь, насколько я знаю. Выжил из ума буквально в одночасье, представляешь? По рассказам, он вот только что был нормальным и вдруг стал метаться по берегу и выкидывать чужие вещи в море. Таких дней было несколько, а потом он исчез, и никто его больше не видел. А старым мэром теперь стращают непослушных детей. Немногие его помнят, включая меня, а те, кто помнят, не слишком любят об этом разговаривать. Крайне скверная история. Что ж, ты мне в принципе всем помог. Нам надо продать рыбку. Неженцию нашел. Конечно, пригодится. Я же ее обчитаю всю. Хорошо, рыбы у меня нет, но есть доска. Если у меня есть доска... Не забывай, что тебе не обязательно приносить все материалы за один раз. Мы можешь хранить все, что найдешь прямо тут, в сухом доке. Мы хотишь. Давайте делать, хранить. Думаю, нам надо пару ячеек для сетей точно заготовить. Я могу держать тут удочку. Ну, допустим. Как мне занести сюда материалы? Чё это? Так, готово. Отлично, доски занесли. Нам понадобится еще 3-5 досок. Минимум. Хорошо.
Что у нас в каюте? Прочитать. Карта. Новый крестик, новая точка. Сначала сплаваем за большую соль и соберем всяких деревяшечек. Правильно? Правильно. Да? Хорошо. А у нас сейчас ночь, поэтому отдохнем. Good. И отчаливаем. Конкретно сегодня не будем ловить особо рыбку. Сразу поплывем за остров. Собрать обломков. Единственное, что вот это такое? Драга. Старое золотое кольцо. О, оно как раз нужно было. Это мы берем. Ищем дощечки. Видим дощечки. Тихо, тихо, тихо. Минус моторчик. Плохо. Ткань нам пригодится. Я могу еще? Я могу еще. Отлично. Мы уже можем улучшить сети. Это очень хорошо. Какой-то помятый угорь. Оставлю его чуть в стороне от предметов. Уж больно он подозрительный. И поймаем еще одного. И, наверное, поплывем, потому что сейчас у меня начнется боязнь темноты. Давайте заранее завезем колечко коллекционеру. Главное успеть доплыть. В смысле? Ой, ну и ладно. У меня есть странная рыба. Давайте отдохнем и с утреца поплывем. По пути, кстати, можем попробовать поймать немножечко рыбки. Если нам дадут это сделать. Нам этого сделать не дают. Жалко. Да, ну что такое? Что за такие морские глубины у вас здесь?
Я могу пока рыбачить только на мелководье. Или вообще не могу рыбачить. Что происходит? Ну, дает. Причаливаем. Сразу. Угу. Давайте продам всю рыбу. В море кости ломят, потому что витамина С не хватает. Цинга штука такая. Привет, а почини мне, пожалуйста, корабль. А то у меня ломался корабль. Починишь? Я так вообще без денег останусь. Хорошо. Здесь каюта. 73%. Руководство по работе с двигателями. Прочитаем после. Это получается, я себя так забафаю всеми этими книжечками. Буду Марио умный. Да, я помню. Тут одна доска, тут две доски и болтик. Одна доска, две доски и болтик. Самое нужное у нас ловля и мотор. Давайте. Погодите. У меня же не палки, у меня же ткани. Закидываем сюда одну. И сюда одну. Теперь осталось заработать денег на это все. Потому что комплектующие мы уже собрали. Это хорошо. Смотрим, что у нас в каюте. Книжки, энциклопедии. Колкий угорь, изогнутый под острыми углами, скрученный хребет, полная зубов. Пасть жаждет мести. Хорошо. Это у нас раздел мутанты, я так понимаю, да? Поручение. Найти реликвии. Место отдыха. 2 связки досок и 2 связки металлолома. Можно увидеть на карте. Мы почти доплыли до нужного места. Давайте сейчас до туда, наверное, и сплаваем. Или лучше мы порыбачим. Ну, также в том направлении. Мне абсолютно не дают рыбачить. Поразительно. Судя по карте, то место находится... Это чья-то большая голова. Это место находится вот здесь. Какой милый угорь. Я могу еще? Тут обычный. А теперь очень быстро. Пока я не словил инсульт от темноты. О, тут какие-то залежи. Алярм, мы в тумане.
К нам что-то плывет, судя по бульканью. Это не хорошее бульканье. Хорошо держимся. Без психозов и неврозов. Не знаю, кто это, не мне сигналят. А говорили страшно, совсем даже не страшно. Дед, у меня есть две очень странные рыбы. Хочешь? Кому мне продать драгоценности? Золото всегда в цене. Хоть бы кто-то покупал их. Или я не на том острове. Я не на том острове, скорее всего. Да, это да. У меня есть какой-то золотой ключик. Не маленький. И колечко. Вот и поставим это вот так, это вот так. Что у нас по чтению книг? Книги прочитаны. Хорошо. Ложимся спадки. И тут же отплываем на соседний остров. Точнее, я бы даже отплыл к тому коллекционеру. А в этот раз вы входите в дом коллекционера. Он стоит в дальнем конце комнаты и по-прежнему держит в руках алую книгу с серебром. Кажется, ему не терпится что-то сделать. Ну, принес мне что-то? Показывай. Вы отдаете ему ключ. Когда коллекционер берет его в руки, по холодному металлу пробегает странный блеск. Части ключа, зубчики, верхушка будто бы меняются. Становятся меньше. Он всегда был таким? Это все? А где замок? В его голосе слышится встревоженность. Похоже, фрагменты, которые мы ищем, унесло дальше, чем я предполагал. Боюсь, что куда дальше. В таком случае, с твоего позволения, я тебе немного помогу и облегчу плавание. Он перелистывает несколько страниц в книге и что-то бормочет себе под нос. Вас ослепляет вспышка, и вы отшатываетесь назад. Открыта способность спешка, сверхъестественная скорость, но не бесплатно. Иди, мы нашли еще не все реликвии. Моя интуиция говорит мне, что течение могло прибить обломки на юго-восток по направлению к штормовым скалам. Первым делом отправляйся туда. Я отмечу место, с которого можно начать поиски на твоей карте. Еще что-нибудь? Когда ты зачитал из книги эти слова, что они со мной сделали? В этой книге заключена сила пучин. Я лишь передал их частицу тебе. Может, ты хочешь узнать больше о какой-то конкретной? Спешка. Слова спешки беспощадны и разят без промедления. Они наделят твой корабль пугающей скоростью, но помни, что это также может сильно нагрузить двигатель. Хочешь узнать больше о еще какой-то силе? В другой раз, у меня больше нет. Как давно ты здесь живешь? Ты знаешь, кому принадлежат реликвии, где мне искать реликвии? Как давно ты здесь живешь? Довольно долго раньше я был рыбаком, как и мой отец, но 20 лет назад поселился здесь. Моего внимания требовали другие
дела. Я почувствовал, что в этом острове таится определенная сила. Это все базальтовые колонны, которые простираются до самого дна. Ты знаешь, кому принадлежали эти реликвии? Да, Кому? он смотрит на вас. На мгновение в его глазах проскальзывает что-то, похожее на сожаление. Одному старому другу. Еще что-нибудь? Пожалуй, поплыву, а то заболтались мы тут с тобой что-то. Так, куда мне стоит плыть? Чтение читается, карта открывается. Штормовые скалы. Давайте сплаваем на север. В противоположную сторону. Не зря у нас там крестик стоит. Эй. Удалите камеру, пожалуйста. Спасибо. Спешка позволяет сильнее разогнать корабль, но увеличивает панику и перегревает двигатель. Выберите ее с помощью LB и зажмите X для использования. И как выглядит... Ага. Тихо. Кто там рычит? У нас цель сплавать вон на тот островок. Я, кстати, кажется, вижу какие-то детальки, которые можно будет подобрать. Или какую-то проклятую рыбу. А ну, я не могу. Жаль. Еще раз. Карта. Лево. Угу. Давайте подберем еще эти обломки и пришвартуемся. Обломков тут прилично. Это гроза. Так, ткани. Еще ткани. Драгоценности. Мы возьмем от этой темноты все. Уже как темно. Груда материалов. Это остров, на который нужно доставить материалы девушке-строителю. У нас как раз уже, представляете, ничего себе, есть 2 доски, которые мы удачно вложим. Металлолом мы еще не находили. Давайте посмотрим, чтение читается. На всякий случай немножко переночую. И закончим этот выпуск. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Мне это очень важно. Очень большое спасибо, что досмотрели до конца. И до встречи в следующем выпуске, который будет очень скоро. Пока.